Всем привет, друзья! Всем привет! Ну что, раннее утро выходного дня, а значит время отдыха. А как вы знаете, исходя из наших видео, что для нас самый лучший отдых — это поиск сокровищ, поэтому решили время не терять, проснулись пораньше, взяли с собой 2 металлоискателя, у меня Мантикор, у жены Эквинокс, как всегда, и выбрались, посмотрите, вот на такое шикарное место, большой пляжик. Вот стоит наш скуп, как вы видите, я сегодня в забродных штанах. Я зайду в водичку, похожу, поищу, а жена походит по песочку. Здесь очень большое место, есть где разгуляться. Но единственное, пока мы сюда шли, увидели уже ямки свеженькие. Друзья, свежие ямки нас не останавливают. Я уже не раз говорил, что наше хобби — это как ходить собирать грибы. Для каждого грибника найдется свой грибочек. А так как мы удачливые охотники за сокровищами, мы по-любому свой грибочек найдем. Я думаю, и не один. Заснимем и обязательно вам покажем. Посмотрите, самое главное, что здесь вообще не тронуто, то есть ни одной ямки. Почему-то все думают, что перспективнее всего ходить по песочку, поэтому песок всегда весь выбитый. Но здесь еще, что самое прикольное, что прозрак очень хороший и мелко, то есть мне можно дойти очень далеко, а это опять же увеличиваются шансы. Так что вот, друзья, раннее утро, очень хорошая погода, как вы видите, штиль, нету ветра. Подошли к охранникам, правда, припарковаться не разрешили. Они говорят, что здесь хозяин не разрешает, парковка далеко, пока дошли где-то полчаса. Но это и еще раз увеличивает шансы, что здесь, раз нету парковки, может быть нетронутое место, и водичка покажет нам сегодня, что она нам принесет. Все, друзья, не затягиваем, будем включаться по традиции на самых лучших находках. Нам удачи! Удачи! Погнали! Ну что, друзья, у нас жена сегодня опять первая что-то нашла. Я нашла сережечку. Показывай, сережечка. Опа, черная прям. Это вот такая. Слушай, головка будет серебряная. Думаешь? Думаю, да, у меня такая была, только побольше размера. И на ней, между прочим, проба может быть прям на ней. Нету. Вот здесь вот в прошлый раз проба была прям вот тут вот. Но мне кажется, что серебро, солнце. Да, надо уже Да. смотреть хорошенечко. Ну-ка, на, пожалуйста, поснимай. Сейчас я быстренько посмотрю. Не, медь. Все, видишь, желтым цветом? Да, да. Вот, медная. Ну все же. Ага, да. Ну, находка 100%. Первая находочка у жены сегодня. Все отлично. Женская сережка. Продолжаем дальше. Так, друзья, 13 сигналов, вообще мало. Копаю все подряд. Чтоб уже наверняка. Сигнальчиков очень мало. Я по пояс. О, блин. Очень глубоко. Так, ну взял. Опа, кольцо. Колечко. Белого цвета. Блин, не знаю. Такое, как будто бы сверху смотрю, похоже на... больше на нержавеющую сталь. Но было бы хорошо, если было бы золото. Смотри. О, Беленькая. может, золото? Ну что, смотрим. Опа, смотри, ну беленькая. Блин, ну легенькая, солнышко. Легенькая. Нержавейка будет, уже по цвету вижу. Ничего нету. Опа, есть. Все, смотри, штиль. Видишь, видна? Да, Вот тут вот, снизу. да, что-то. Есть штиль, стиль и буковка А. Бижутерия, вторая подряд сегодня, друзья. Как-то так начинается у нас коп. А вот это что такое? Что это такое лежит? Пробочка? Нет. Нет, это что-то... Видите, у меня, друзья, глаз алмаз? Это от рыболовных снастей. Вот, сразу 2 находки. Пока что так. Продолжаем дальше. Солнышко, если я не ошибаюсь, шикарное колечко. У меня таких где-то уже 4 или может даже 5. Но если я не ошибаюсь, Что это там? очень крутая находка. Смотри. Ты видишь? Ух, Видишь? да. Кажется, что какая-то цепочка, но ты знаешь, что это?
Да, 100%. Посмотри, сколько много. Ты знаешь, что это такое? Это серебряное кольцо, вот такое вот из множества колец. Представляете, друзья? Вот, смотри, видишь, как оно износилось? Ты представляешь, это 100% серебро. Это сколько там колец вместе? Представляешь, сколько колец? Вот, друзья, смотрите, одно полноценное кольцо, а сколько их тут вместе? Я просто в шоке. И, между прочим, на одном из них всегда бывает проба. Ну, конечно же, сейчас не найдешь ты эту пробу, но 100% почистим, покажем по-любому. Прикинь, какой кусок серебра мочканул. Я просто в шоке, друзья. Вот такой кусок серебра. Я знаю, многим из вас серебро, что здесь такого. Но, друзья, вы видели цены, как серебро подскочило? Серебришка в 4 раза подскочила. Сейчас вот таких вот 5 колец нашел, 100 евро в кармане. Поэтому, ну, я не знаю, все поисковики меня поймут. Серебро всегда приятно находить, а тем более, когда в цене подросло. И вот такое, ну, посмотри, да, сколько тут колец. Я одним сигналом бомбанул сразу штук 20 серебряных колец. Я просто в шоке. Зачетище, я считаю, друзья. Все, погнали дальше. А вот это вот хороший уже сигнальчик. Я имею в виду хороший признак. Сейчас ты сразу же поймешь, почему и что я имею в виду. Смотри. Ты видишь, что у меня лежит? У меня лежит опять окаменелое. И это 100% серебро. Ты видишь, да? Ты, походу... Вот другой бы новичок бы искал бы и сказал бы, что ты тут прикалываешься, какой окаменелый. Друзья, знаете, это окаменелая сережка 100%. Опа, смотри, ох, смотри, и все. И сейчас я сразу покажу вам ее. О, хорошо, что она прям не твердая. Так, сейчас, 5 секундочек. Опа. Ох, все, я уже вижу, красота просто, смотри. Красотища, знаешь, такой формат сережки? Да. Вот такой вот формат, да, друзья, знаете? Серебришка 100%. Мне тоже нравятся такие. Почистится и 100% будет прям крутой экземпляр. Вау. Ну что, друзья, второе серебро. А я, кстати, когда первое было, не сделал танец серебра, друзья. Поэтому возвращаю должок. Танец серебра. Круто. Второе серебро. Супер, и двигаемся дальше. Я буду в шоке, если третье серебро подряд. Это какой-то пипец. Смотри, сигнальчик вот такой слабенький. 7-8. И вроде бы серебро не должно быть. Но, смотри, в чем прикол. Опять сережка черная. И видишь, как она изогнута? Она просто может быть пустотелая. То есть это просто может быть пустотелое серебро. Какое интересно. Да. Эх бы сразу бы, да, как-нибудь увидеть бы пробу. Ну, мне кажется, что серебро. Ну, мне кажется, что серебро прям... Коррозия прям как серебряная. Надо почистить. Да, вот надо вот так вот песочком чуть-чуть. Скажут, что делаешь, друзья? Ну, не столь важно, дайте. О, смотри, все видно, серебро. Да. Серебришка. Третья подряд, представляешь? Тебе везет. Да. Ну, я же говорю, что это самое... Водичка рулит, друзья. Водичка рулит даже на выбитых местах. Вы всегда найдете, вон проба, все вижу, вот там где-то проба. Вон видно. Третье серебро, друзья, подряд. Вот это я разогнался. Не, ну разогнался, посмотрите, сколько прошли. Почти половину, ну где-то чуть больше четверти. Ну и вот за четверть что мы имеем? Раз серебро, два серебро, три здоровенное. Это медь. Ну или что там, латунь и нержавейка. Ну, что-то да есть. Продолжаем дальше. Друзья, я в шоке. Четвертое подряд серебро. Представляете, у меня в скубе глазочек чуть-чуть за большой для этой находки. И я приблизительно, ну я покажу откуда. Вот ямка. Я вот отсюда вот туда-сюда носил и доносил. Четвертое подряд серебро. Я просто в шоке. Смотри, сигнальчик, причем очень слабенький был. 20, видишь? Ну и что, показываем. Вот, смотрите. Я вижу, это 100% серебряная патина, это серая. Этот гвоздик. Маленькая сережечка. Представляете, да, мантикор какую берет?
О, смотри, это лапка. Это ножка, человечья стопа, да? Да. Младенца. Как прикольно выглядит, да? Видно хорошо? Подожди, о, сейчас хорошо. Прикольно, да? Лапка серебряная, вот это да. Это знаешь, когда младенец, например, ребенок рождается, может, мама подарила. Как прикольно выглядит. Точно хорошо видно, посмотри, пальчики прям. Супер просто. Смотри, Ух ты. ножка, почищу. И обязательно фоточки приложу, и это будет прям красота. Представляете, друзья, 4-е подряд серебро. Я в шоке, серьезно. Это бывает вообще такое? 4 подряд. Пожалуйста. 1, 2, 3, 4. И 2 бижутерии. Тебе сегодня везет. Зачетище. Все, пожалуй, дальше. Ну что, друзья, зовет жена, говорит, что-то нашла. Нашла сережечку. Сережечка, опять сережечка. Нам сегодня прям на сережечке. Но бижутерия. Опа, видно сразу. слушай, желтенькая. Не видно. Желтенькая. Ну да. Видно, что бижутерия. Давайте всполоснем. И посмотрим, нормально ее. Ох, посмотри какая, а. Позолоченная была. Очень красивая, когда новенькая была. Но стала уже не новенькая. Но все равно зачет, слушай. Красивая находка. Вот, пожалуйста. После моих Хорошая. 4 серебра подряд бижутерия. Так должно быть для разбавления. Должно быть равновесие. Ну классно, классно. О, смотри, так ты видишь, где ты нашла? Прям в ямке. Ты проверяешь, кстати, эти ямки? Они везде. Я вон там. не все проверяю. Не, проверяй, пожалуйста, проверяй. Не только... Да, вот это перспективное место самое. Но, солнышко, видишь, где ямки? Это же ведь, понимаешь, толща земли снята. И поэтому, вот смотри, вот эта ямка тоже проверяй. И дальше вот я эти... вот большую проверила. Да, ты все проверяй, проверяй все. Потому что там, где размыло вот так вот конкретно, есть возможность, что очень давно потерянные вещи как раз открылись песками, и можно их сейчас найти. Все, зачет, погнали дальше. Я в шоке. Это какой-то пипец. Дождь пошел жесткий, но, как всегда говорят, дождь на серебро. Это и произошло. Но какое серебро! Сегодня какие-то невероятные приключения случаются. Смотри, долго опять не мог поймать. Пролетала она мимо. И вот смотри, и вот сейчас уже пока шел, могла тоже упасть. Ты видишь, что опять? Опять такая. Опять такая же, смотрите, друзья. Опять такая же серебряная сережка, ушко только отломанное. А, чуть-чуть другая, но почиститься будет прикольно выглядеть, 100%. Я в шоке. Супер, что я могу сказать. Еще одно серебро. Уже 5-е у меня. Видите, какое оно окаменелое, что говорит о том, что долго оно здесь лежит. А это хорошо, значит, чуть глубже мало кто был. Все, погнали дальше. Ну что, друзья, скорее всего золотишко. Может быть, раньше времени радуюсь, но скорее всего золотишко. Смотрите, 6-7 всего сигнальчик был. И опять с кубом не мог поймать. Раз 10 я туда-сюда, туда-сюда. И есть все-таки дотащил до берега. Только пинпоинтером. И посмотрите, желтым. Еще не смотрели. Можем, конечно, обломаться. Сережка желтая. С камушком. Все, золото будет 100%. Все, я уже вижу, что золото. Ой, и тяжелое. Так, все, стоп. Так. Ой, солнышко, ну золото будет 100%. Все, есть проба, смотри. Да? Вон проба. Видна? Да, да, только... Все, видна проба, вон. Угу. Так. О, не вижу. Так, подожди, давай-ка я приближу. Что за проба рассмотреть? 3-3-3, опять 3-3-3, слабая проба. Ну ладно, я уже 2-й раз подряд, да? 3-3-3. 333-я, вот такая маленькая. Видите, друзья, побитое место, хорошенечко побитое. Даже ямки вижу, часто чуть не падаю. Но видите, маленькие сигналы. Серебра сколько вытащил маленького и золота. Ну, танец золота. Ну, давай. Золото. Блин, я вообще очень рад. Смотри, какая красавица. Нехорошая, хорошая. Очень красивая. Ты видишь, как классно сделанная? Да.
И с камушком. Хорошая. Солнышко, видео есть золото. Ура! А мы ходим, переживаем. Дождь пошел. Ну да, серебра немножко есть. И золото есть. Давай 5. Все, погнали дальше. Поймал Немо из мультика. Блин, но дождь конкретный и не проходит, главное. А прогноз погоды, как всегда, передавал. Смотри, какая у меня находочка. Ух ты. Попадается. Немо из мультика. Ух, она тяжеленькая какая. Посмотри, какая Ой, красотка. какая маленькая, какая. Это вот мне все понадобится для рыбалочки. Ну вот такие вот дела, друзья. Дождь льет конкретный. Пройдем туда до поворота еще максимум полчаса. Если не будет заканчиваться дождь, будем закругляться. Ничего не поделаешь. Все, не затягиваем, погнали. Ну что, друзья, иду к жене. Не дал нам дождик покопать нормально. Залило полностью. Все, последние находочки. Ого, нормально ты тут раскопала. Я очень долго копала, смотри. И что Ну, по итогу? интересненько. Иди сюда. Наверное, с этой стороны лучше. Смотри. Опа, есть цепочка. О, смотри, так подвеска еще какая-то есть. Я ждала Сердечко. Достаю я? Конечно. О, смотрите, что нашла. Прикол. Смотри, длиннющая Ух ты. цепочка. Вот это да. Ничего себе, посмотри, сердечко вот такое вот. Ух ты. Интересное. Надо всполоснуть это все дело, ребятушки. Так. Ну, что я тебе могу сказать? Первое, что я тебе могу сказать, я вижу, что это... Бижуха. Что это бижуха. Вон она вся желтая, ну, рыжая стала, да? То есть, вон, видишь, коррозия уже пошла. Это бижутерия, но цепочка с таким вот, с такой подвеской, с этим, как он, крестик? Ой, крестик, сердечко. Вот это да. Ну, мне больше нравится, Слушай, чем мои ну, прикольно. предыдущие находки. Прикольно, что я могу Смотри, сказать? Длиннющая, да? Ну, Классная находка. порвалась. Классная находка, что я тебе могу сказать? Я тоже так считаю. Друзья, залило нас конкретно. Не дал дождик нам нормально покопать. Обязательно сюда приедем на следующие выходные. Возьмем с собой Немо, и я буду здесь погружаться. Потому что было и серебро, было и золото. Не знаю, что и сказать. Все, закругляемся, идем где-нибудь там под крышей, где-нибудь под деревом, сделаем отчет. И покажем, что нам удалось сегодня найти. Погнали? Погнали. Погнали. Ну что, друзья, нагулялись, надышались. Ну, можно сказать, и накайфовались, потому что было и серебро, и золото. Но, к сожалению, погодка не дала нам сегодня походить до сыту, до отвалу, как говорится, потому что мы собирались на целый день, а получилось часа 3-3,5. Ну, все равно интересно было, потому что находки прикольные, по-любому сюда вернемся. Вернемся на следующих выходных, уже возьмем с собой систему для подводного погружения и попогружаюсь. Мне кажется, что здесь на глубине должны быть хорошие находки. Так, друзья, показываем, что нам удалось найти. Начинаем с драгматериала по традиции. Вот эта вот вся часть, это все драгматериал. Ну, конечно же, вот это серебряное кольцо, это бомба, бомбезная, как еще назвать, я не знаю. Вы, наверное, уже фотографии, конечно же, видели, там и проба по-любому есть. И вот еще 1, 2, 3, 4. Ну, вот это мне тоже очень понравилось. Ножка ребенка, очень классная серебряная сережка. В общем, всего получилось 1, 2, 3, 4, 5 серебра. И, конечно же, друзья, золото. Золото, очень красивая сережечка. Пусть низкопробное золото, 333, вот там вот есть проба. Мы уже смотрели, но зато еще и камушек, может бриллиант надо проверять, потому что в золото могут и бриллиантик вставить. Ну и вот, по бижутерии, вот такое колечко стальное, цепочку жена нашла с сердечком, ее, видите, притягивает к любви. Вот такая вот сережечка, бижутерия, вот такую штучку тоже жена нашла, уже не засняли, не знаю, что это такое. И сережечка, вот так вот скромно, да, вот такую вот. Опять блесенка или что это, как она, ну, наверное, блесна на окуня или на что. Вот такая вот грузилок, тоже рыболовная снасть, еще грузилочек. В общем, по мелочи, да, но все равно самое крутое это, конечно, золото. Ну и вот, друзья,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 50, 24, где-то 24 евро приблизительно. И вот смотрите, даже марочки были и фенинги. Что опять же говорит о том, что не до конца это озеро битое, потому что находишь еще и бывшие ходячки. Это говорит о том, что надо сюда приезжать. Обязательно приедем. Мне понравилось, как здесь красиво. Вот такая вот плакучая ива, или как это дерево называется. Очень классное, здоровенное. Посмотри, и дождь кончается. Может, опять разбираемся и опять идем копать? Не, шучу. Давай выйдем вот так вот сюда. Не, здесь идет. Это просто дерево нас спасало. Вот такое красивое дерево, плакучая ива. Очень классное место. Так что, друзья, поддержите нас лайкосиком, кому понравилось такое видео. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Ну, так бывает. Не дала погода покопать. Все, едем домой. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока, друзья.